Привет всем! Меня зовут Ярасик, и в этом видео я дам вам наводки на новый выходящий катаклизм Сер от проекта WoW Circle. Приятного просмотра. Сижу я, значит, на стриме своем, достримлю. Тут мне налетели вопросы. А чё, идем на кату Circle? Ката открывается у Дыркуля. Ката стример, идем, лучший аддон. Клизм. В общем, да, идем. А теперь ближе к серверу. Расскажу вам о сервере всей картиной, чтобы вам было проще собрать пазл. Начнем с того, что открытие сервера состоится 19 февраля в 19 по МСК. XP рейта на опыт x100, на все остальное x3. А вот что значит сказанные явно по чем-то слова «все остальное x3», мы уже проверим это на собственной шкуре. Первое, что должно приходить в голову, это профессии. Однако может речь шла и про шмотки с рейдов. Тип игрового мира PvP. Дает нам понять, что World PvP баталии неизбежны. Возможно, не за квесты, но за руду и траву так точно. И если мои гайды по фарму, которые у меня на канале сохранились, кстати, в плейлисте, до сих пор будут рабочими, то там и будет первое время самая суматоха, а то и весь сервер. Стартовать контент будет с версии 4.2. Так. А вот эти слова заставят содрогнуться любого задрота. Вы фактически сказали этими словами: задроты. Да-да, к вам обращаемся. У вас все впереди, чтобы первыми одеться и пронести все доступные обычки и героики. Прокачать профессии и стать ПВЕ драконами. Господи, пожалейте мой сон. Вы хотите, чтобы я с первых часов игры уже прыгал в рейды? Что происходит вокруг? Впрочем, помимо ванильного катаклизма будет еще несколько модификаций. Одна из которых будет являться ключами. Теми самыми, которые имеются на оффе, только фармить мы будем катаклизм инсты. Соло РБГ. Это именно то, что я хотел при игре на полях боя Сируса. Не было адекватного баланса, а сами ребята так и сказали. Баланса не будет, наслаждайтесь игрой. Посмотрим, как оно будет работать. Парочка спектаторов ПВЕ ПВП, а также несколько безделушек с эффектами да трансмогами. Донат шмота первое время не будет, а купить можно будет только золото. И самое что интересное, ожидаемый онлайн более 5000 игроков. Ну, я надеюсь, это ядро сможет выдержать такой онлайн. Горький опыт открытия X5 мне напоминает одну картину, где сервер не выдержал количество игроков, а открытие так вообще перенесли на неделю. Ожидаемый онлайн тогда был 4000, а на переоткрытии был 7 с лишним, а то и 8. Но все же, Ярасик, мы еще не разобрались. Кого же нам качать? Вопрос-то назревает хороший. Я вам отвечу так. В разный контент рейдов нужны разные классы. Например, ханты могут быть востребованы только в контенте начала и середины. А вот в конце они не сильно-то и нужны были. Речь идет про рейды на 10 человек. В 25-ках, естественно, можно любых вагонов взять. Чтобы вам было понятнее, разделим рейдовый контент на 3 этапа. Первые 2 уже будут изначально открыты, а вот третий со временем откроется. В контенте огненных просторов из танков шикарнейшим был БДК, который хилил червями неплохо рейд. А вторым по значимости был медведь. Протики же были не так актуальны. Если говорить за мили, то Армс всегда приветствуется. Остальные классы также нужны, однако перечислять все бафы бессмысленно. Откройте сайт и соберете себе пати. Могу добавить, что разбойники из мили-класса в огненных просторах не тот выбор. Остальные пойдут неплохо. Среди рейнджей же одного фаермага точно возьмут рейд. Но если вам не интересно сидеть бить манекен часами напролет и узнавать, какие тринкеты вам выбрать, берите сурфханта и не парьте мозг. Насчет локов. Играют в основном демонами. Но он еще сложнее, чем Fire будет. Опять же, 10-часовые избиения манекены вас будут ожидать. Хочу дать информацию, что в рейде собирается легендарный посох. Гнев дракона, вечный покой Тарисгосы. А называют его наши ребята просто терка. Ситуация с хилами тоже интересна. Самым топовым хилом, который точно нужен будет везде, это ДЦ Прист.
Вторым же в связку в огненные просторы возьмут, скорее всего, дерево, рестор друида. Самым простым хилом, как всегда и был, тем и остался, рестор шаман. Однако легкость применения способностей не говорит о его качестве и выживанию на максимум. Не в обиду шаманам. Речь идет за простоту и умение доигровки за свой класс. У Холли Приста достаточно интересные кнопки для отхила, поэтому, если хотите какой-нибудь экзотики, можете попробовать начать им. А вот Холли Пал может выделиться своими огромными бурстами для отхила, которым может позавидовать любой бродяга-доктор в больнице. По поводу 4.2 контента я вам рассказал, а что насчет души дракона? Так тут уже ситуация немного перевернется. Среди танков в качестве МТ востребован либо ДК, либо Медведь. А вот в качестве ОТ может сгодиться уже и Воин. У танков появятся сильные куски Т-13, которые хорошо сейвят рейд. К примеру, Кровь вампира у ДК и Глухая оборона у Вара будут распространяться на весь рейд. В качестве милика Вар остается самым востребованным. А вот вторым уже могут избрать Разбойника, так как в контенте 4.3 именно ему можно сделать легендарные кинжалы, в отличие от 4.2, где кастеры могут получить легендарный посох. Милики так сильно не нужны будут уже в 4.3, а вот кастеры, конкретно мультидотеры, будут очень даже цениться. Например, Сова и ШП очень даже будут нужны. Брезговать ими, себя не уважать. По поводу хилов, ДЦ Приз будет отличным хилом. Однако на предпоследнем бою нужен будет конкретно ХПС, а не абсорб. Поэтому туда могут заставить спекнуться еще кого-либо. Хэприст должен заиграть новыми красками. Эршамы же будут ликовать, что все бои с боссами это уже стояло на месте. Да с их синей мешанины никто уходить не будет. Если кого-то заинтересует Хэпал, спросите меня на стриме. Либо посмотрите гайд на этого персонажа, в котором не учитывается только контент последнего рейда. Естественно, за Хэпала могу рассказать, как хилить душе дракона. Конкретно речь про спину. Пещерникам общую картину происходящего я дал. Что насчет гладиаторов? Ребят, я котик, у меня лапки. Если у тебя появится еще вопрос по какой-либо информации, поищи его у меня в гайдах на канале, либо заходи на стрим и задавай вопрос. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и переходите в мою телегу, в которой постится информация по поводу стримов, а также розыгрыша. Приятнейшей игры и всем пока.